Всем привет! Это первый ролик, который выйдет с английскими субтитрами, и поэтому я прежде всего представлюсь. Меня зовут Михаил, и я делаю обзоры электросамокатов, включая их разборку и анализ технической части уже несколько лет. В этом видео я хочу подробно сравнить для вас два электросамоката. Это Ninebot Max G30P и Lemotion S1F. Ну, прежде всего, Ninebot и Lemotion, а точнее сказать InMotion, которому принадлежит бренд Lemotion, это два гиганта, которые производят компактный электротранспорт для обычных людей. Поэтому с точки зрения бренда здесь полный порядок. С точки зрения характеристик вы видите их сейчас на экране. Обратите внимание, что у Lemotion батарея большего вольтажа и большей энергоемкости. Но главное преимущество Lemotion в сравнении с Ninebot – это наличие подвески. Мы говорим про переднюю вилку, которую как опцию можно заказать и установить неоригинально на Ninebot, а также у Lemotion присутствует задняя подвеска, причем подвеска достаточно жесткая, хорошо держит вес взрослого человека. Для Ninebot такую подвеску тоже можно установить в качестве тюнинга, но тогда самокат уже становится совсем другим, это уже будет не совсем Ninebot, а какой-то колхоз. И спрашивается, зачем покупать Ninebot, ставить на него переднюю подвеску, ставить на него заднюю подвеску, если можно купить готовый самокат, на котором уже есть и передняя, и задняя подвеска. И именно по этой причине мы с вами говорим сейчас про Ninebot Max и Lemotion S1F. То есть Lemotion – это электросамокат для тех, кого интересует мягкость при езде и большой запас хода. А еще у Lemotion гораздо выше руль, и этот электросамокат значительно лучше подойдет для высоких людей, нежели чем Ninebot. Высота рулевой колонки у Lemotion 107 сантиметров. Высота рулевой колонки Ninebot 101 сантиметр или даже 100. У Lemotion не только рулевая колонка выше, у него еще и руль шире и составляет 52,5 сантиметра в сравнении с Ninebot, у которого руль всего 48 сантиметров по ширине. Говоря про цифры, я сейчас измерю длину Lemotion, она составляет 130 сантиметров, а длина Ninebot 116 сантиметров. То есть получается, установка подвески на Ninebot тоже увеличит его длину, и в итоге Ninebot с апгрейдами, скорее всего, по длине будет приблизительно такой же, как и Lemotion. Заканчивая разговор про измерения, скажу, что мы уже завесили Lemotion, его вес составляет 24,5 килограмма, а вес Ninebot составляет 21 килограмма. И давайте подумаем, если на Ninebot установить подвеску, у него сохранится такая же маленькая батарея, но при этом вес увеличится помимо подвески. Если уж апгрейдить Ninebot, то вот увеличить емкость батареи не получится. А у Lemotion батарея изначально больше емкости и, соответственно, тяжелее. Получается, что если навесить на Ninebot подвеску, он все равно ближе к Lemotion вряд ли станет. И плюс, повторюсь, Lemotion – это электросамокат, который является готовым решением с подвеской уже из коробки. Электронная часть. Дисплеи у электросамокатов монохромные, и у одного, и у второго управляются кнопкой, у обоих есть приложение. Настройки приблизительно одинаковые и у одного, и у второго самоката, но есть одно но. К Ninebot можно подключить неофициальное приложение и тем самым изменить заводские параметры настройки мощности, настройки работы курка газа. У Lemotion это сделать нельзя. Но если мы берем максимальную мощность из коробки, то у Lemotion она выше. Фары. У обоих электросамокатов они располагаются в верхней части.
у Ninebot фара светит всего одним светодиодом, световой пучок отлично освещает дорогу, но вот у Lemotion фара гораздо мощнее, как вы видите, их здесь две, причем одна светит больше сконцентрированно вдаль, вторая светит больше вширь. Тормоза у обоих электросамокатов механические, передние, барабанные, и подробно рассказывать про них я не буду. Те, кто пользуется электросамокатами, знают, что это самая надежная конструкция. Одно могу сказать точно, то что у Ninebot ручка тормоза нажимается чуть-чуть легче, нежели чем у Lemotion. Механизмы складывания и регулировка люфта. У Ninebot для того, чтобы сложить самокат, нужно отвести в сторону пластиковый фиксатор. И если этого не сделать и тянуть вот этот флажок с дополнительным усилием, то он элементарно ломается. Ну, допустим, отвели в сторону пластиковый фиксатор, отводим в сторону флажок, и самокат складывается. Чтобы отрегулировать механизм складывания, если такое понадобится, то необходимо будет играться с ключами, что-то тут расслаблять, какие-то гайки, подтягивать, менять длину вот этой штанги. По Lemotion впереди подтягиваем винт и им регулируем режим механизма складывания. Ну, а если говорить про фиксатор и про раскладывание, то все происходит очень быстро. Кнопочка, флажочек, язычок, сложили. Кстати, вы услышали, я складываю рулевую колонку, и самокат ругается. Это происходит потому, что в бортовом компьютере присутствует гироскоп, который реагирует в том числе и на наклоны электросамоката и включает поворотники. Ну и, естественно, сигнализирует о том, что самокат включен, когда вы его складываете. Передние колеса и передние крылья. Тут все видно невооруженным взглядом. У Lemotion крыло от летящих брызг из-под переднего колеса будет защищать лучше. Покрышки по размерам одинаковые, но у Lemotion она смотрится шире. Происходит это из-за того, что обод немножко шире, и поэтому и покрышка выглядит шире. И уж если говорим про переднюю часть, то давайте посмотрим на вилку. У нее присутствует регулировка преднатяга, регулировка жесткости. И если покрутить вот эти ручки, то вилка становится немного жестче, и таким образом параметры работы ее можно подобрать под любой вес ездока. Дорожный просвет. Это, можно сказать, боль владельцев Ninebot, потому что он очень маленький и составляет приблизительно 80, может быть, 75 миллиметров. У Lemotion дорожный просвет больше, около 100-110 миллиметров. Сейчас показывал вам дорожный просвет Lemotion, и рулетка находилась рядом с вот этими штуками. Это зарядные порты для подключения зарядного устройства. Подключаем вторую зарядку, и самокат будет заряжаться в 2 раза быстрее. У Ninebot такая функция тоже есть, но только подключить нужно сначала встроенный блок питания, встроенное зарядное устройство, и дополнительно можно подключить еще внешнее зарядное устройство. А еще вы наверняка заметили уже боковую подсветку, которая есть у Lemotion, и да, с точки зрения внешнего вида, особенно в темное время суток, Lemotion однозначно выигрывает. Фара, подсветка, фонарь, все выглядит гармонично. А у Ninebot только фара и задний фонарик, ну, еще и боковые светоотражатели. Задние крылья. У Ninebot оно болтается, и если вы ездите много и дорога не всегда ровная, например, это плитка, то крыло может прийти в негодность, оно элементарно сломается. У Lemotion крыло большое, надежное, вплоть до того, что даже на него можно встать, несмотря на то, что здесь наклейка о том, чтобы не вставать на него. Мы с вами уже коротко поговорили про бортовые компьютеры, про внешний вид и особенности каждой модели. Внутри же у этих электросамокатов разница гораздо больше. У Lemotion, помимо того, что сам контроллер защищен от попадания влаги, защищены еще и все разъемы.
Батарея находится в герметичном алюминиевом корпусе, тем самым она лучше охлаждается, чем у Ninebot, у которого батарея находится в пластиковом корпусе. От влаги защищен только контроллер, а все разъемы не защищены от нее. И если вода попадет внутрь Ninebot вот через этот провод, то постепенно контакты будут окисляться и самокат может выйти из строя. Lemotion такая проблема не грозит. Батарея Lemotion состоит из 15 последовательно соединенных элементов. У Ninebot их 10. Для чего это я вам говорю? Таковы законы техники, что при более высоком напряжении, при одинаковых оборотах мотора, мотор, на который подается высокое напряжение, будет лучше тянуть в горку. Согласно теории, получается, что у Lemotion лучше тяговитость, приемистость, и в горку он должен ехать лучше. Я прекрасно понимаю, что такое количество технической информации может быть интересно не всем, и поэтому дальнейшее сравнение этих двух моделей я проведу в виде тест-драйва по Москве. Тестовую поездку я начну в уютном московском сквере. Свежая плиточка, все вокруг аккуратно, но ведь это не та обстановка, в которой приходится ездить все время. Это идеальные условия, поэтому давайте перенесемся от гладких поверхностей к более жестким, там, где эксплуатируется техника. И первое, с чего я начну, это тест въезда в подъем. У Lemotion такое ощущение, как будто присутствует задержка по курку газа. Сначала нажимаю, потом только он начинает ехать. И еще обратил внимание на постановку ноги. Вот она такое ощущение, как будто удобно стоять именно вот в этом месте, а здесь крючок. И такое ощущение, как будто вот он здесь явно лишний. Хотя места для постановки ноги хватает. Спускаюсь с уклона. Аккуратненько спускаюсь вниз. Разворот. И практически с нулевой скорости даю полный газ. Ну, как вы видите, самокат меня затащил, хоть и практически без разгона, но затащил, и слава богу. Полный газ. Посмотрим, как по динамике сработает. Ну, затаскивает меня, в принципе, похожим образом, так же, как и Ninebot. Продолжаем наше движение. Это подземный переход под железной дорогой. Как вы видите, все, самокат здесь завис на днище. Проталкиваю вперед, жму тормоз, скатываю. Удобно, удобно. Притормаживаю передним тормозом, и самокат катится. Спускаю аккуратно. Так, смотрите, цепляется брюхом, но цепляется, да, тоже сильно. Приблизительно так же, как Ninebot. Передним тормозом притормаживаю. Самокат аккуратно спускается. Могу делать это одной рукой. Выбираемся на поверхность. И вот здесь мне хотелось бы включить скорость поменьше. Включаю режим эко, а еще лучше режим движения рядом с пешеходами. Так. Начинаю движение, самокат пробуксовывает. И вот я боюсь пропустить момент, когда круг газа перестанет работать. И вот смотрите, выкатываю вверх. Здесь самокат опять цепляется днищем, его придется приподнимать. Ну, бордюры, соответственно, тоже приподнимать, тут без вариантов. Причем он зацепляется еще и задней частью, как вы видите. Подъем в пандус. Включаю режим движения с пешеходом, нажимаю на ручку тормоза. 2 раза кликаю режим переключения, и видите, сразу загорелся человечек. Так, поднимаюсь вверх, чуть скорости, и ничего. Так, еще раз. Так. 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 Качу, но он как-то странно очень реагирует. Так ощущение, как будто вместо режима пешеходов включился режим ассистента
при спуске. Очень странная история. Так, ну ладно, забрали. Сейчас попробуем, о чем идет речь. Ну да, самокат отказывается катиться назад при нажатом газе, а вперед он катится, смотрите, с небольшим ассистентом. Причем начинает он работать практически с нулевой скорости. Ну что ж, отключаю этот режим. Сразу включается тот, который был ранее. У нас это S. Ну и добро пожаловать в 20 век. Неровный асфальт. Специально включил GPS-спидометр. Слушайте и смотрите, что происходит. Так, перехожу в режим S. Осторожно. Полный газ. Следите за скоростью, вообще, что происходит. Трясет меня нещадно, честно хочу сказать. Быстро ехать по такой дорожке желания особо нет никакого, потому что, ну, это просто, ну, кошмар. Что я еще могу сказать? Неровный асфальт. Пробуем, как будет происходить здесь. Ну, тут уже скорость снижать не хочется. Лимоушен несется, конечно, за счет подвески здесь увереннее. И скорость поддерживать комфортно, и ехать комфортно. Вот я понимаю, что на этом самокате я бы уже не так сильно устал, гоняя по таким разбитым местам. Ну и если кажется, что это мало и испытание так себе, то вот смотрите, давайте забираться туда. Попытаемся сделать это вместе с Найнботом. Цепляется он сильно. Включаю режим эко. Попробуем закатиться наверх. Слушайте, ну неплохо. Неплохо. В режиме эко ограничивается мощность. И вот по таким пандусам самокат в принципе я могу закатывать одной рукой. Естественно, помогая ему перепрыгнуть через перекаты пандуса. Мы с вами прошли уже 2 пролета. Переход надземный. Так, опять включаю режим. Давайте попробуем эко. Ага. Так, что у нас здесь будет получаться? Небольшой разгончик. Ну вот смотрите. В принципе, все неплохо, но газ отпускать нельзя. Вот здесь у Найнбота было поинтереснее, конечно. Сейчас переключусь в режим пешехода. Кстати, смотрите, вот я его забыл включить, но система позволяет, зажав тормоз, раз-два, пешеход, и ну-ка, будем ехать. Ну-ка, еще раз. Странная какая-то история. Да, вот смотрите, мотор вращается, но очень медленно. Переключился в режим эко, подтолкнул самокат, и вот в эко, ну, немножко его догоняем, приходится бежать наверх. И посмотрите, он постоянно задевает подставкой балясины. Держим, побежали. Так, не отпускаю. Ну, взлетает, конечно, но, блин, на Найнботе это было удобнее. Так, здесь ехать быстро точно не стоит. Да и неприятно, потому что традиционно в таких переходах асфальт не очень качественный, потому что эта штука постоянно подвергается вибрациям и все такое. Кстати, смотрите, зарегистрирована максимальная скорость по той дорожке 34 км в час. Согласитесь, немало. Продолжаю движение. И вот здесь с подвесочкой, ну, конечно, с подвесочкой катиться гораздо комфортнее. Звуков от шасси, конечно, больше, но это шарнир и прочее, то есть, ну, этого никуда не деться, это ожидаемо. Но усталости не будет, это тоже точно. Давление в колесах 2,5 атмосферы. Ну и в принципе, вот если бы не вот это все, а вы видите, как меня трясет. То есть вот я сейчас еду без удовольствия, честно хочу сказать. В принципе-то, с точки зрения передвижения, все неплохо. Так, опять его
стаскиваю. Ну что, с тормозом теперь посмотрим, как все происходит. С тормозом все происходит неплохо. Скатываюсь с пандуса, он тоже садится на брюхо, как и Ninebot. И дальше, придерживая передний тормоз, вот я одной рукой скатываю самокат с очень крутого уклона. Вообще без проблем. Так, выбираемся с перехода дальше. Преодолели, уже приятно. Так, включаю режим S. Тянуться жутко неудобно, как вы уже поняли. Ну, слава богу, более-менее ровный асфальт. Асфальт. Да, и послушайте, что с подвеской происходит с задней. Передняя-то тихая, а задняя... Да. Ну что ж, продолжим движение. Здесь уже можно включить режим S. Ну да, с подвесочкой. Это прям ух. Осторожно. Кстати, по поводу звонка. Он спрятался вот здесь, рядом с курком газа. Я его закрыл держателем для смартфона. Пропустим автомобили и дальше аккуратненько перейдем. Окей. Едем дальше. Ну вот, наконец-то ровный асфальт. Здесь уже, конечно, все гораздо лучше. Ногу переместил немножко ближе к передней части. И теперь мне уже нет необходимости стоять на крючке. Пропускают. Так, отлично. Да, ровный асфальт — это прям вот в буквальном смысле стихия Ninebot. Прекрасно себя ведет. Кстати, максималка, вот, которую я вижу на дисплее здесь, смотрите, под 40 получается. Судя по всему, он прошитый. На GPS-спидометре был 35. А знаете, что я хочу сказать? То, что на скорости или Motion на гладком асфальте стоит гораздо лучше, нежели чем Ninebot. Это прям ощущается сразу. Руль стремится выпрямиться. То есть я вот сейчас вилял по тротуару, но я с усилием его поворачиваю в сторону, а он стремится повернуться прямо. Продолжаю движение. Вообще ощущение такое, что на Lemotion руль слишком близко ко мне стоит. То есть если бы ручки руля были вот здесь, мне было бы ехать значительно комфортнее. Немножко даже обидно, я бы сказал, потому что при всех преимуществах вот этот вот нюанс не очень приятный. И опять же, смотрите, к чему я говорю про руль. Смотрите, чтобы мне стоять комфортно, мне приходится ногу ставить максимально далеко. То есть вот сюда. Это больно. Ну, в летней обуви это больно. Если бы руль был вынесен вперед, то есть ручки руля находились бы вот здесь, вот эти 5 сантиметров как раз мне уже были бы не нужны. Я держался бы руками вот так, и мне было бы комфортно. Сейчас мне хочется встать дальше, потому что иначе у меня руки уже сгибаются, если нога стоит вот здесь. Так, по звоночку у нас здесь звонок работает вот так. Громкий, но очень неудобный. То есть вот пальцем повернуть его, ну, можно, но это один день получается только. А чтобы погромче было, конечно, это приходится как-то вот извращаться с рукой.
Ну и что ж, небольшой участок прямой, где нет пешеходов, гарантированно. 38. Ого, 38 по GPS было. Изрядненько. А, кстати, не чувствовалась эта скорость. Самокат гораздо более устойчив, более надежно стоит на дороге, нежели чем Ninebot. Это заслуга и подвески, длины шасси, ну и прочих особенностей конструкции. Переходим. Ну и вот, господа, то, где вы ездите чаще всего, есть прекрасная возможность обогнать пробку, используя современные технологии электротранспорта. Телефон я специально уже отвел в сторону, собственно, к чему он, с учетом того, что скорость практически совпадает на спидометре бортового компьютера и на GPS, поэтому просто еду. И вот опять же, здесь асфальт неровный, но это какой-то капец. Вот меня трясет, и что-то у меня такое впечатление создает, что если бы я ездил здесь каждый день, ездил бы быстро, то колени бы у меня отвалились. Вы видите, что происходит с держателем для смартфона. Его в буквальном смысле вывернуло в обратную сторону из-за тряски. То есть вот ехать вот по таким дорожкам надо, конечно, медленно. Тогда это хоть какой-то комфорт. Итак, неровный мост. Продолжаю движение, полный газ. Затаскивает меня самокат абсолютно адекватно. И вот благодаря подвеске здесь я чувствую себя абсолютно комфортно. У меня нет желания скорость снизить. Лечу, что называется, на полную катушку и чувствую при этом себя абсолютно уверенно. И если вы смотрите этот ролик внимательно, видели, как передо мной двигался другой самокатчик. Но за счет размера колес он здесь ехать быстро не может, а вот я могу. Ну и стараюсь постоянно что-то вам говорить, чтобы вы слышали, что несмотря на неровную дорогу, голос у меня не дрожит, а, соответственно, это показатель комфорта при езде. Постоянные перекаты. Вот у меня и руки болят, потому что руль трясет, и я боюсь, что вырвет его из кистей, из ладоней. И поэтому приходится держаться, напрягать руки. Неприятно. Без подвески, конечно, кататься это жесть. Давление в шинах можно сделать, конечно, ниже, но их можно в этом случае повредить потихонечку. О, да, подвеска. Какая прелесть. Вот какая бы она ни была, но ее наличие значительно улучшает качество езды на самокате. Ну, в общем-то, подъезжаем к спуску, где нет пандуса. Самокат здесь катить нельзя. У нас, соответственно, два варианта. Это либо его поднять двумя руками, либо поднять его одной рукой. Но он достаточно тяжелый, и одной рукой сделать это, ну, честно хочу сказать, надо подкачаться. Ну, или третий вариант – это его сложить и спустить. Значит, как это происходит у Ninebot? Отвожу, отщелкиваю, кладу. Так, телефон мешает. Сюда. И поехали вниз. Авиамоторный или? Ну и, в общем-то, в сложном состоянии, как вы видите, все очень быстро происходит. Легко. Комфортно. Но, блин, время теряется, конечно, очень много на то, чтобы спустить самокат, потом разложить его, зафиксировать, поехать. Ну, в общем, еще и эта штука. Так. Продолжаем движение. Подъезжаем к лестнице. Опять же, у нас несколько вариантов, как самокат перетащить, но раз уж Ninebot здесь складывал, то и Lemotion сложу. Нажимаю на кнопочку, откидываю лепесток, откидываю руль, центральным крючком цепляюсь. Так, оп, вот, зацепился. И теперь поднимаю, спускаюсь.
Так. Не, ну нести удобно, что? Не пушинка, однозначно совершенно не пушинка, но за счет того, что труба толстая, нести самокат вполне комфортно. Так, ставим, отцепляем, поднимаем, фиксируем, погнали. Оп. Подъезжаем к метро. Тут потихонечку, не гоним, людей не пугаем. Так, бордюры. Ненавижу бордюры. Так. Так, теперь сюда. Ну что, опять будем цепляться или что? Да, цепляемся. Куда же без этого? Вот уже оценил удобство тормоза. Легко работает, четко контролируется. Даже когда электрический тормоз не работает, то все происходит очень хорошо. Фару выключим. То ругаются. Так, проходим. Оп. Да, удобно вести самокат, держась вот здесь вот за оголовье. Прям очень комфортно. Здесь ничего складывать не нужно. Самокат проходит. Идеально. Так ощущение, как будто старт у Lemotion с таким более мягким нарастанием мощности, что ли. Если въезд на какие-то препятствия, то вот так это происходит. В принципе, терпимо. Спуск. Смотрим, что здесь. О, смотрите, здесь не цепляется, а Ninebot цеплялся. И вот, казалось бы, да, разница в дорожном просвете, она хоть и есть, но не очень большая. Но даже эта разница, она очень сильно сказывается на комфорте при эксплуатации. Удобненько, удобненько. Турникеты. Идем в пассажирский, как это делали и на Ninebot. Так, карточка. Погнали. Да, все без проблем, не надо ни руль не складывать, ничего, все замечательно проходит. Ага, эскалатор. Как здесь быть? Пропускаем вперед пассажира. Встаем рядом с передним колесом примерно. И вот таким вот образом самокат фиксируется в метро. То есть он висит сейчас на переднем колесе. Задние в воздухе. Ну, помещается, это самое главное. На тормозе стоит, это безопасно. Ну, то есть перевозиться, переезжать вот так вполне себе можно. Да, кстати, обратите внимание, как я качу самокат. Я его держу не сверху, как это было с Ninebot, а под оголовьем. Спуск. Интересно. Пропускаю пешехода. Закатываюсь. Стою рядом с передним колесом. Выворачиваю. Смотрим, что у нас получается. А все прекрасно получается. Хочу отметить интересный факт. Только что поймал себя на мысли, что Lemotion удобно вести, когда руки вот так лежат. То есть не держаться, просто так сверху положить, все, он прекрасно едет. Это ощущение комфорта из-за того, что самокат сам выпрямляет курс при движении. Видите? Ну и сейчас посмотрим, как самокат размещается в вагоне метро. Закатываю, зажимаю передний тормоз и поворачиваю его под сиденье. Ну, в общем, вот в таком вот положении удобно присесть и ехать до нужной остановки. Ну, как вы видите, высокая достаточно металлическая вот эта труба, металлическая ручка, и под сиденьем самокат легко поместится. Так что вот так вот сижу комфортно, жду выхода на нужной станции. Поезд останавливается, зажимаю тормоз, выкатываю самокат. Да, кстати, он крылом все-таки цепляется.
Надо делать это поаккуратнее. То есть либо вот здесь вот закатывать, и тогда аккуратно выкатывать, либо вот как я показал сбоку. Выходим. Теперь самокат тащить вверх. Ну что ж, если там я его спускал в сложном состоянии, здесь давайте поднимем его двумя руками. За что схватиться? Ну, наверное, самое чистое место вот здесь. Вот так. И поехали. Самый современный поезд, ну или один из самых современных поездов метро московского метрополитена. Так, угадал я с дверью, не угадал? Угадал. Закатываю самокат к дальней двери и теперь его закидываю под сиденье. Вот таким вот образом с зажатым передним тормозом делать это удобно. Так, что у нас с проходом? Крыло цепляется. Ну, то есть получается, либо его закатывать нужно совсем издалека, вот так, либо закидывать, как я показал. Ну что ж, выходим из вагона, выкатываю аккуратно самокат так, чтобы он не задевал крылом край поручня, разворачиваю и выходим. Здесь у нас лестница, пандусов нет. Придется поднимать самокат и прижимать его к себе. Кстати, делать это вот с левой стороны неудобно, потому что торчит подножка и мешается. Поэтому, если поднимаете самокат вот так, прижимая его к себе, то лучше это делать с правой стороны. И вот он, эскалатор. Теперь уже будем двигаться вверх. Итак, прокатываю самокат, встаю около заднего колеса и на ступеньку ниже. Вот, все, смотрите. Установился, держится. И надежно держится, то есть и заднее колесо стоит, и переднее стоит, и я спокоен, никого не зацеплю. Так, где здесь спуститься? Вот здесь, так, аккуратненько, хоп-хоп, ну и, собственно, вот так, и здесь уже опять, что называется, 21 век, господа. Велодорожки. Все здорово и классно. Ну, я думаю, что у вас картина о том, что такое езда на Nightbot Max, уже сложилась. И давайте пробовать второй самокат. Одной рукой самокат очень комфортно везется. Громыхивает, конечно, он страшно. Итак, переднее колесо встали, заднее колесо стою сзади. Ну вот, собственно, держится. Да, ну вот теперь движение вверх. То есть я стою, занимаю 1, 2, 3, 4 ступеньки вместе с самокатом. Вот так вот это выглядит со стороны. Заканчивается подъем. Пропускаю пешехода. 1 ступенька, 2, 3, 4. Все, вот я стою. Ну вот так. Или вот так. Тоже можно. Даже так, наверное, лучше и безопаснее. Он не тянется назад. Ну и выходим из метро. Здесь еще один небольшой пандус. Ну все. Мы проехали. Кстати, обратите внимание, максимальная скорость движения Lemotion S1F 211 км в час. Какая прелесть. Давайте сделаем сброс, и я попробую замерить максималку
этого электросамоката в более-менее комфортных условиях на какой-нибудь свободной дорожке. Да, ну вот и тормоза испытали заодно. Очень прилично тормозит. Но, хочу сказать, у Ninebot торможение было легче. Выхожу на проезжую часть. Полный газ. Сколько, интересно, получится выжить. 38 максимум по GPS, как было, так и есть. И что-то как-то вот разогнался и скинул. Как так? Вот опять сейчас 38 было. Что-то звенит. Ну, в общем, больше 38 в любом случае Lemotion не поедет. Подведем итог. Несмотря на то, что в начале обзора, казалось бы, вот он победитель Lemotion в сравнении с Ninebot, но после тестовой поездки совершенно однозначно я этого сказать уже не могу. Безусловно, самокаты разные. У каждого из них есть как сильные, так и слабые стороны. Но я бы сказал так. Нельзя сказать, какой из них лучше или хуже. Они предназначены для разных стилей эксплуатации, стилей езды и совершенно для разных поверхностей. Для ровных, гладких дорожек однозначным победителем будет Ninebot. Он гораздо более отзывчивый, на нем удобнее стоять, он легко управляется и легко тормозит. Но если в вашем городе дорожки не такие ровные, как вы видите здесь, и езда на самокате без подвески для вас это пытка, то тогда, очевидно, выиграет Lemotion. И плюсом этого самоката, помимо того, что он быстрее, помимо того, что у него больше батарея, и, как мне показалось, немного лучшая тяга, хотя в один и тот же уклон и Ninebot, и Lemotion меня затягивали приблизительно одинаково, Lemotion мне показался все-таки немножко резвее. Так вот, езда на самокате с подвеской никогда не сравнится с ездой на самокате без подвески, если мы едем там, где дорога неровная. Ну и напомню то, что Lemotion это однозначно выбор высоких людей. Напомню, рулевая колонка здесь выше, чем у Ninebot, и стоять будет удобнее. Единственное, что по положению на самокатах на Ninebot удобно ехать, когда ноги стоят одна за другой. Одна спереди, другая сзади, как я вам сейчас показываю. А вот на Lemotion, чтобы действительно почувствовать на себе всю прелесть подвески и плавности хода, при этом не уставать, и чтобы стоять было удобно, придется стоять вот так, ноги вместе. А такое положение тела на самокате не всегда располагает к постоянным разгонам и торможениям. Напомню, если встать на самокат одна нога сзади, другая спереди, то тогда руль будет находиться слишком близко к ездаку. Пожалуй, это все, что я хотел сказать об обоих этих самокатах, об обеих этих моделях. Напомню, это Ninebot Max G30P и Lemotion S1F, или он же HS, то есть High Speed, высокоскоростной. А что вы думаете по поводу этих электросамокатов? Будет интересно почитать в комментариях. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Поделитесь, опять же, в комментариях, какой из этих самокатов вам больше понравился. Если этот ролик вам понравился, поддержите лайком. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.